Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. Вы знали, что Германия имеет множество названий своей страны? Ее можно смело назвать рекордсменом среди европейских государств по количеству официально принятых наименований. Сами же жители Германии, немцы, свою страну обычно называют вот так – Deutschland. И у меня, знаете ли, появился вопрос, почему же немцы так называют, собственно, свою страну? И какие еще есть названия у Германии? Кстати, друзья, в нашем магазине появились крутые хлопковые изделия. Да, именно хлопковые, удобные, легкие футболки с крутыми принтами. И не только футболки, есть прикольные свитшоты. Свитшот — это усредненный вариант свитера и толстовки. Также есть хлопковые худи. Худи — это уже такая вот удобная толстовочка с капюшоном. Я сам прикупил, вот смотрите-ка, вот такую вот футболочку. Ношу ее. Очень удобная, прикольная. Прям пахнет натуральным хлопком. Я перестал покупать, знаете ли, в магазине вот эти дешевые футболки, непонятно из чего сделаны. Они раздражают кожу. Ну, невозможно их носить нормально. Это же настоящее качество. Ссылочка будет в описании. Заходите в магазин, смотрите, выбирайте крутые футболки хорошего качества. Ну а мы давайте начинать выпуск. Погнали! Для представителей других наций название страны Германия будет звучать и звучит совершенно по-другому. Например, для французов это Алемания, для датчан Тискланд, финны называют ее Сакса, поляки, например, немцы. Для многих же европейских стран эта страна называется более известным именем Germany или Германия. Собственно, территорию, которую сейчас занимает современная Германия, в древние еще тогда времена населяли различные разрозненные племена со своим языком, названием, культурой. Исходя из особенностей и расположения местности, в самом центре европейского континента племена, а впоследствии уже государства, вынуждены были, так сказать, активно взаимодействовать. И, как вы понимаете, не всегда это мирно проходило, особенно с соседними странами. А поскольку контакты происходили с определенным племенем или государством сегодня, да, или несколькими, то соседи называли всех людей, населяющих эту территорию, определенными именами. Учитывая, что, собственно, Германия стала единым государством, относительно недавно, какого-то одного официального названия для дипломатических отношений с нею до этого времени и не применялось, да и не было. Поэтому, собственно, и большинство имен современной Германии для европейцев проистекает из далекой-далекой древности. Теперь, собственно, более подробно давайте разберемся и разберем вообще название страны. Первое – Deutschland. Почему Deutschland? В древние времена часть племен разговаривала на языке, который сейчас именуется древневерхненемецкий. На этом наречии слово Deutsch значило «народный» и относилось к языку. С течением уже времени слово трансформировалось по звучанию и в результате, собственно, видоизменилось в Deutsch. А Land же это уже земля, страна. Получается Deutschland. Таким образом, современное название Deutschland по сути земля народа переводится. Земля людей, носителей языка. Теперь Германия. Germany. Первое упоминание Германии произошло еще в Древней Греции. Это слово с удовольствием позаимствовали римляне. И уже Юлий Цезарь в своем труде «Записки о Гальской войне» так отзывался о народе, проживающем близ реки Рейн. Он их называл германцами. При этом, что интересно, слово это не латинское происхождения. Оно принадлежит кельтам. И даже не одно слово, а целых два.
Джейр, означающий сосед, и Кейрм, боевой клич кельтов. Оба значения отлично подходят, ведь кельты с германцами действительно соседствовали. А в воинственности нации, как показывает история, сомневаться не приходится. Кроме того, кельтское слово «кейрм» имеет еще одно значение – шум. Иногда, кстати, Германию шутливо называют в Европе самым шумным соседом. Теперь Алемания, Саксы, Таскланд. Объяснение этим же названием вполне логичное. Берет оно свое начало также в древние времена. Древние германские племена алеманы, саксы и тиски контактировали с соседними государствами. И по их, собственно, историческим названиям страну называют и по сей день. Алеманы, саксы, тиски. У меня есть вопрос, собственно, почему же жители Германии называют немцы, а не германцы? Да? Оказывается, есть одна популярная версия. Слово придумали древние русичи. И никакого отношения к жителю страны оно особо не имело. Слово происходит от древнерусского «немой». И первоначально означало не только людей безязыких, да, которые не умеют говорить, но и всех тех, кто был не способен разговаривать на славянском языке. Ну, то есть все, кто по-нашему не шпрехали, были названы немыми. Ну, правильно, что мелочиться-то? Все немцы. Кстати, впоследствии немцами стали называть любых иностранцев. И уже в царской России параллельно с немцами стали употреблять еще и слово «германцы». Что интересно, в современном русском языке есть также четкое смысловое разделение слов «немцы» и «германцы». Немцы обозначают народ, живущий в Германии, а германцы – это ряд древних племен, населяющие определенную европейскую территорию, и люди, принадлежащие к этим, собственно, племенам. Вот такая разница. Как бы то ни было, на сегодняшний день Германия, несмотря на множество названий, является мощным процветающим государством с одной из самых развитых экономик в мире и высоким уровнем жизни. И знаете ли, как их там называют жители других стран, думаю, немцам особо по барабану. Да, теперь хоть стало понятно немного, почему немцы, почему германцы. Говоришь на тарабарском языке, значит будешь немцем. Вот такие дела. Ставь лайк, подписывайся на канал Bizarre World, пишите в комментариях ваши мысли, идеи, дополнения, может быть, к информации. А у меня на сегодня все. Всем спасибо, всем пока-пока, друзья. И, кстати, да, всем немцам, германцам, саксам, алеманцам, всем привет!